кажется, гады, у Левиафана на вас планы. Иду в ближний бой. Одним меньше я выполню приказ и доставлю вас, владыки, живыми либо мертвыми. Для меня разницы нету. Что-то Карла долго нету. Что за чертовщина? Рассказывай, что к чему, демон. Такой мощный и хорошо оборудованный блокпост, и ни единого подбитого демона на подходах к нему. Как такое возможно? Кто-то может мне объяснить? Согласен, на это грустно смотреть, но все наши войска получили приказ на отступление. Это позор для Союза. Похоже, пришли реально темные времена. Здесь совсем недавно кто-то снимал заграждение. Зарядил бы ты снаряд в казенник. Мы вот-вот догоним врага. Осмотрите меня и будьте начеку. Похоже, это засада. Никак нет, это наши мины. 15-20 минут, и я поставлю тебя на боевой ход. Вам лучше поторопиться, за нами хвост. Стоп, машина, вот и они. Это аварийная остановка нам на руку. Открывай шквальный огонь. Дави их в лоб, а я обойду по флангу. Готово, теперь можешь двигаться. Возьмите орудие Иосифа в ручное управление и прикройте меня. Левиафан хочет нас обойти. Сейчас то и состоится наш реванш в равных условиях. 1 на 1. За товарищей! Ты заряжай и наводи мортиру, а я буду вести корректировку. Азимут 182 градуса, дистанция 700 метров. Иосиф горит, мы должны продолжать бой. Как вы посмели огрызаться? Крепкий орешек. Ты допрыгался, демон. В отместку за друзей мне придется закатать тебя в землю.
Придется его обездвижить, он слишком бронирован для ближнего боя. Да как же его остановить? Мне хватит сил, чтобы тебя стереть с лица земли, и ты меня не остановишь. Ты начинаешь меня злить. Теперь тебе не уйти. Мое тело еще слишком слабо для таких схваток. Придется подзарядиться силой алмаза. Вот теперь я покажу тебе, кто здесь папочка. В ход пошли адские камушки, но я не из пугливых. Время поднять обороты. Время поразмяться. Карл-44 практически полностью выгорел после детонации ядерной бомбы, а деталей к нему не найдется даже во всем Союзе. Ваша задача вымыть его как следует от остатков урана. Используем это шасси для восстановления КВ-44. Можете не торопиться, работы у нас на несколько недель это минимум, и эта шахта станет нашим домом на этот период. Профессор принял решение восстановить проект КВ-44. И напоминаю вам, что проходы шахты нужно вовремя и как следует укреплять. Обвал шахты нам не нужен. Переплавим всех берсерков Левиафана, что удалось найти в округе. Надеюсь, этого хватит для ремонта КВ-44. Осталось найти модули наблюдения. Детали непростые, а времени на создание у нас нету. Союз огромный, и нужные детали оказалось найти не так сложно. Передайте сыну маршала Т-28 спасибо за модули. Ты уверен, что это не приведет к плачевным последствиям, брат? Я как следует поработал над совместимостью. Надеюсь, все будет хорошо. Все блоки управления перепаял и выбросил все лишнее. Но теперь он станет бездушной железякой, способной лишь просто выполнять поставленные задачи. Тяжелые времена требуют тяжелых решений.
Вытащите меня отсюда, братья! Враги уже рядом, а я обездвижен! Не дайте им спасти Дориана! Завалите его градом ударов! Как мы смогли его упустить? Вот же шустрые гады! Мы смогли разбить и выдворить даже превосходящие силы врагов, но всех их упустили живыми. Все совсем не так. Они не отступили, а просто перегруппировывают силы. Лазутчики доложили, что у них большие проблемы с новым врагом, и они считают их большей угрозой, чем наша Орда. Вас хочет видеть Франкенштейн в зимнем биоме. Ну вот теперь, после получения победы над вражеским отрядом, я точно получу все возможные награды. Мы уже доложили владыке, он вскоре прибудет и хочет допросить пленника, но сначала нужно выгрузить из него весь боекомплект. Спасибо вам всем, но почему такая спешка? Инопланетная чума рвет в клочья наши войска на южном фланге. Некоторые наши гиганты уже попали в полуокружение. Во дела, тогда мне все ясно. Теперь он не несет угрозы и готов к прибытию владыки. Так. Впервые за долгое время пленный гигант. Ты же знаешь, кто я такой? Запах протекающего бензина и масла, троящий двигатель и до ужаса скрипящая ходовая. Ты Левиафан. Все верно. Тогда отвечай только правду. Это не слух, что в ваши земли вторглись невиданные войска? Лично я их не встречал, но армия их огромна. Профессоры не уверены, сможем ли мы с ними справиться. Берсерки, организуйте мне встречу с ними. У этих земель лишь один законный правитель, и это я. У Бетониуса и у меня закончились снаряды. Даю последний залп. Бетониус, время прорываться из окружения. Поторопись, брат. Прикройте нас. Передовые подразделения разбиты. Нужно перегруппировать силы, и мы продолжим натиск. Может, мы должны им помочь? Бойня там серьезнее некуда. Мне тоже тяжело сидеть сложа руки, но у нас приказ удерживать позиции и не покидать рубежи обороны. Надеюсь, наши гиганты справятся и выберутся живыми, иначе нас сотрут в порошок. Дави на газ! Наша линия обороны совсем рядом. Нужно поднажать. Не дайте врагу отступить. Отсеките подмогу врага. За нашими парнями серьезный хвост. Пропускаем своих и открываем огонь из всех орудий. Спасибо, что вытащили нас из окружения. За нами должок. Враги в зоне поражения. Огонь!
Они уже сильно опаздывают на встречу. Это знак неуважения. Вот и они, владыка. Ты предводитель этой армии? Я доверенное лицо. Моя должность инженер. Инженер? Да это плевок в лицо. Я хочу увидеть вашего главного. Вам придется проследовать за мной, но караулу придется остаться здесь. Только ты, командующий колониями Млечного Пути, вскоре прибудет навстречу. У нас фронт трещит по швам, да еще и появилась угроза нового союза, Левиафана и колонизаторов. Я приехал осмотреть парней после адского рейда и тех, кто уцелел, забрать на боевые. Иосиф и Федор невредимы, но Дориана нужно будет подлатать. Я сделаю это для вас. Спасибо, союзник. Залатайте его и немного облегчите. У нас задача тебя починить и облегчить. Ты же не против распрощаться с бронепластинами? Вскоре ты узнаешь, для чего нам золото. Ну, как ощущения? Удалось сбросить минимум 80 тонн. Я снова как молодой и готов отправляться в путь. Парни отправились на 3-ю линию обороны. Тебя же ожидают на 2-й. После пополнения боекомплекта и дозаправки немедленно выдвигайся. Ситуация слишком опасна. Ходят слухи, что Левиафан прибыл навстречу к нашим новым врагам. Здравия желаю! Иосиф и Федор уже в строю, а Дориан прошел ремонт и отправился на 2-ю линию обороны. А у нас же появилась очень плохая новость. Взгляни. Наша разведка, рискуя жизнями, сделала несколько фото. На них Левиафан на переговорах с колонизаторами. У нас большие проблемы. Похоже, они хотят разделить мир танков и властвовать вместе. Здравия желаю, товарищи! Как у вас обстановка? Постройка и оборудование 2-й линии обороны идет полным ходом. У нас пока что тихо, но 1-я линия уже приняла на себя удар. Нужно больше укреплений. Эти позиции должны быть безопасны для наших бойцов. Ну вот и 2-я линия обороны. Дальше путь к заводу безопасен. Так точно. Остаток пути мы пройдем без твоей помощи. А ты возвращайся на передовую. Не пропусти врагов в нашей земли. Здравия желаю, братья по оружию. С возвращением. Смотри, парни спасли Бетониуса. Вижу, задача выполнена. Каковы потери с нашей стороны? Мы хорошенько постарались, и чудом потерь получилось избежать. Отличная работа. Ты заслужил модернизацию, и тебя ждут нефритовые стражи. Инженеры, поставьте Бетониуса в строй. Вы хотели меня видеть, Рагер? Слыхал, ты хорошенько справился с 1-й боевой задачей. И у нас для тебя презент. Скоро прибудет поставка алмазов. Время обшить тебя полностью. Наконец-то мы уже потихоньку начинаем установку алмазных бронепластин. Наша цель полностью покрыть твой кузов и башню алмазным панцирем. С такой защитой ты сможешь в одиночку останавливать целые отряды штурмовиков-колонизаторов.
Боюсь не вернуться вовремя на линию обороны. КВ-44М и Давид без меня не справятся. Работы осталось всего на несколько дней. Не волнуйся, вскоре ты вернешься на поле битвы. С возвращением во Фентрагер мы собрали небольшой взвод добровольцев и хотим отправиться на передовую под твоим командованием. Мне очень приятно, что многие изъявили желание, но у всех я взять не могу. У нас и в тылу угроз достаточно. Со мной пойдешь ты, Фиджерун, и Бурмила. Это и есть ваш штаб? Старая партизанская землянка? Это временная вынужденная мера. Вскоре все вражеские штабы и базы будут нашими. Располагайся, наш верховный главнокомандующий вскоре прибудет. Вот же черт, и ты здесь замешан. Этого еще не хватало. Вижу, с тобой они не были так любезны, как со мной. А вот и ты, Ваффентрагер. Мы как раз отбили очередную атаку противников. Мне помог КВ-44М. Я прибыл с пополнением в наших рядах. Парни, занимайте позиции. Вижу, тебя хорошенько прокачали. Новая броня тебе к лицу. С прибытием в нашу новую будущую колонию, Верховный. Как вы? Не люблю долгие путешествия. Неужели есть весомая причина на мое присутствие? По всей видимости, на эти земли претендуем не только лишь мы. И эта фракция серьезно настроена. Это ты, Верховный командующий этих армий? В моем присутствии говорят лишь с позволения. Сначала представься. Я Левиафан, владыка армии берсерков, и пришел заявить свои права на эти земли. Твоя часть территорий будет зависеть от вклада в победу. Аудиенция закончена. У меня новость, Орда. Я заключил новый мощнейший союз во всем мире танков. Нам нужна великая армия. Наш вклад в победу должен быть огромен. Этого монстра я раньше не встречал на поле битвы. Гибрид какой-то. Вроде и пушка есть, но и ракетная установка присутствует. Как зовут этого гиганта, пленник? Если это тот, что с глазами Робокопа, то это КВ-6. У него нету глаз, Франкенштейн ему полбашни снес. Да и на КВ-6 он ни черта не похож. Инженеры, восстановите все его модули. Я тем временем подготовлю все для демонизации. Качественно залатайте все повреждения. Мне не нужны дефекты во время демонизации. Красные алмазы и так в огромном дефиците. Все идет по плану. Алмазы собраны в нужном количестве, а КВ-6 полностью восстановлен. Начнем демонизацию.
Ты прекрасен, КВ-6. Время собрать для тебя отряд берсерков. У нас четкий приказ владыки Левиафана. Захват как можно большей части территории. Уничтожайте всю живую силу противника, советов, американцев, немцев и японцев. Никакой пощады врагу. Вот и наши северо-западные рубежи. И нам нужно укрепить их как следует. Враг заставил нас стянуть все резервы на южные границы. Теперь последует удар в тыл. Организуйте наблюдательные пункты, остальные вкопайтесь в землю и ожидайте удара. Похоже, блицкрига не получится, и враг уже вгрызается в землю. Нам придется нанести несколько дерзких атак и смягчить оборону врага. Лишь после этого я вступлю в битву. Это наверняка не последняя линия обороны врага. Начинайте штурм по готовности. Это наблюдательный пункт Актив-1. Наблюдаю вражескую колонну. Азимут 240 градусов. Азимут 240 градусов. Колонна врага. Огонь по готовности. Не пропустим захватчиков. У нас первые потери. Огонь! Поджарим врага! Колонна остановлена. Повторяю, колонна остановлена. Как приняли, враг отступает. Первый штурм провален. Наша колонна разбита. Перегруппируйте силы и идите на повторный штурм. Я уже доложил Левиафану о взятии этих позиций. Всех, кто откажется идти в штурм, я лично отправлю в переплавку. Враг идет на второй штурм. Они совсем не жалеют своих войск. Здравия желаю, солдаты. Я прибыл для усиления этой линии обороны. Ты как раз вовремя. Нас не слабо потрепали. Итак, придется уделить фронту немного времени. Как и ожидалось, наши страхи оправдались. Колонизаторы теперь заодно с Левиафаном и его ордой. Вчера был нанесен дерзкий удар в наш тыл, но КВ-44 уже локализировал угрозу. Дела на первой линии южных рубежей тяжелые, усталость войск уже заметна. Колонизаторы хорошо изучили нашу тактику и используют наши слабости против нас. Нужно собрать силы и разработать план рейда в логово колонизаторов. Прокачаем Бетониуса, и он проломит нам путь во вражеское кубло. Как твой боевой дух, воин? Немного отдохнул? Все еще не могу до конца осознать, что чуть не погиб. Спасибо, что вытащили меня и не бросили. Вскоре у тебя будет возможность отомстить и нанести критический удар по центру связи врага. Но сначала мы тебя прокачаем. Против тех пришельцев нужен калибр помощнее.
В логове врага слишком много противников, и чтобы туда пробиться, мы оснастим Бетониуса орудиями увеличенного калибра. Кованые титановые стволы будет не просто перегреть, а залп из таких будет очень сокрушителен. Поторопитесь, Бетониус гол как сокол и ожидает прокачку. Ну что, мои орудия готовы? Установка вот-вот начнется. Подними глаза вверх.